20 выражений манипуляторов. Часть 2. С вами я, Лизавета Царькова-Голофаст, тренер по гимнастике для лица, а также практикующий физиогномист. Я думаю, что вы видели, у меня на канале есть плейлисты, посвященные конкретно физиогномике, плейлисты, посвященные конкретно встречам, которые проводятся здесь по средам, посвященные техникам естественного омоложения, и отдельный новый плейлист – это там, где я разбираю лица известных людей в связи с какими-либо скандальными событиями вокруг их личностей. Но сегодня скандалов не предполагается. Скандальные личности, я думаю, у нас будут буквально в ближайшее время. И если вы давно уже со мной на этом канале, вы можете написать, чье лицо, чью личность вы бы хотели, чтобы я разобрала его лицо по характеристикам. Был у нас здесь Эпштейн, был у нас здесь Илья Малинин, был у нас здесь Джефф Безос, да, и будут еще. У меня есть, конечно, свои планы, но я с интересом рассмотрю ваше предложение. Итак, продолжим тему фраз, которые используют в своем рационе, в своем лексиконе манипуляторы. Причем у меня есть обучающий курс «Опасные мужчины», и черты лица манипуляторов мы там рассматриваем. Мы там конкретно изучаем физиогномическую составляющую и психологическую составляющую. О курсе можно узнать вот здесь. Это видео называется «Антигерой», но там я очень хорошо об этом рассказываю, потому что тема антигероя, она очень прямо связана с идеей этого курса. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, ознакомьтесь, и если вы хотите его приобрести, его еще можно приобрести по хорошей предпродажной цене. Хорошо? Поехали. Часть номер 2, и мы в прошлый раз остановились на 10-м выражении, и 11-я фраза, которую я хочу сегодня с вами рассмотреть, это фраза «Нормальные женщины так не делают». Нормальные женщины так не делают. Кому так говорили? А кому так говорят регулярно? Вот признайтесь, пожалуйста, честно, кому регулярно говорят эту странную фразу? Во-первых, вопрос. Есть нормы? Что такое нормальная женщина? Есть какие-то нормы? Во-вторых, нормы вас для вас самих и нормы человека, с которым вы отношаетесь, да, находитесь в каком-то взаимодействии, они могут быть разные. И если вы на берегу об этом это не обсудили, об этом не договорились, какие вопросы вообще? Нормальные женщины так не делают. Лично мне это было выставлено с десяток раз буквально за 1,5 часа, потому что я сняла сторис, который вызвал у моего прошлого партнера-абьюзера, да, я ссылаюсь каждый раз на свою историю отношения с абьюзером, можете посмотреть, который вызвал у него, я сняла сторис, я человек публичный, я постоянно снимаю сторизы, я делаю фотографии с мужчинами, с женщинами, с группами людей, на каких-то мероприятиях без конца. И вот я снимаю обыкновенный, самый простой, совершенно безобидный сторис, у него падает планка на тему ревности, повода вообще, скажу сразу, не было, 0, это надо было там очень тщательно искать этот повод, его там не было, но он мне придумал. И он мне говорит, нормальные женщины так не делают, потому что ты потеряешь репутацию у моей семьи. Я такая, что? Говорю, твоя семья меня на Фейсбуке не смотрит. Он говорит, смотрит. Говорю, кто? Он говорит, я тебе не скажу, но они за тобой следят. И они считают, что ты ненормальная. То есть он уже успел получить мнение кого-то, кто ему что-то сказал обо мне, а я об этом ничего не знаю. И его это беспокоит. Хотя на самом деле там не о чем было даже говорить. Но вот этот момент нормальный. Что такое нормальное? Если я тебе не нравлюсь такая, какая я есть, иди ищи себе другую Лизу. Очень короткий разговор. Запишите себе эту фразу. Если вас зовут Ольга, Светлана, Наталья, вы прямо говорите, если я тебя такая не устраиваю, иди ищи себе другую Ольгу, Светлану, Наталью. Окей? Ну. Фраза номер 12. Ты неблагодарная. Особенно, если он опять сделал то, чего вы не просили. Это первый вариант. Второй вариант. Он сделал на 5 копеек, а благодарности ждет на 100 рублей. И он этой фразой делает вас как бы должной. Действительно, вот вы чувствуете, я что, мало его отблагодарила? Дорогие мои зрительницы, запомните раз и навсегда.
Иногда, в большинстве случаев, достаточно только вашего спасибо и того, что вы вообще что-то приняли от этого мужчины. Приняли от него, это уже благодарность. И сказали спасибо. Вы не обязаны ничем отрабатывать это. Но вам будут тыкать в это место пальцем, если у вас низковата самооценка. Имейте это в виду, это опасно. Потому что через 10 раз тыкания вы начнете себя чувствовать неудобно и правда неблагодарны. Вы правда хотите испытать эти чувства? Будьте внимательны, потому что вот эта фраза, это одна из самых грубых фраз манипуляторов. И они точно никогда не уберут ее из своего лексикона. Продолжаем. Все считают, что ты ведешь себя странно. Фраза номер 11. Нормальные женщины так не делают. Все считают, что ты ведешь себя странно. Особенно если вы уверены в том, что вы ведете себя отлично и нормально. Знаете, что я рекомендую в таких случаях? Вот мне бы хотелось узнать, что делаете вы. Я делаю следующим образом. Я говорю, окей, все считают, что я веду себя странно. Список мне, пожалуйста, этих всех. Я говорю, дай мне, пожалуйста, имена тех, кто считает, что я веду себя странно. Как вы думаете, какой ответ вы получите? Никакого. Нет, никого этих всех. Они выдуманные. Эти все живут в голове у вашего собеседника, у того, кто на вас наезжает. Потому что на самом деле он не может принять вашего поведения или не знает, как на него правильно реагировать. Но эффект третьего лица. Вы же понимаете эту хитрость. И вы должны четко это видеть. Если начинают обобщать и говорить от лица мнения кого-то, непонятно кого, это говорит о том, что этого не существует. Это выдумка. Абстрагируйтесь от этого и вовремя от себя отсеките. Окей? Это все ради нашего будущего. Опять-таки, возвращаемся к опасным мужчинам. Среди них я рассматривала такой тип, который можно узнать по лицу. Это жлобы. Вот это жлобы. Он якобы делает для вас много всего, но реально он больше берет от вас, чем вам что-то дает. Потому что жлоб пришел не делиться своим ресурсом. Жлоб пришел к вам в отношения или хочет зайти для того, чтобы от вас взять. Вот я на своем курсе очень хорошо это показываю. Куда надо смотреть, чтобы от жлоба держаться максимально далеко. Но вы допускаете таких мужчин к себе, думаете, что они исправятся. Они не исправятся. Смотрите, фраза «это все ради нашего будущего» в большинстве случаев касается именно этого типа абьюзеров, когда они хотят на вас сэкономить. В том числе. Когда что-то, что хотелось бы сделать сейчас, и нет никаких проблем это реализовать сейчас, сегодня, завтра, послезавтра, откладывается на неизвестное время. Оно вообще никогда не будет реализовываться. Потому что человек ради вашего будущего не делает ничего сейчас, но говорит о том, что это надо на потом. Будьте, пожалуйста, с этой фразой тоже внимательны. Контексты могут быть разные, но зачастую стоит там за этой фразой одно и то же. Хорошо? Фраза номер 15. Но кто тебя такую терпеть будет еще? Что вы чувствуете после этой фразы? Ну кто тебя такую еще будет терпеть? Какие эмоции у вас поднимаются? Скажите мне, пожалуйста. Не кажется ли вам, что это обесценивание, вот прямое обесценивание вас, что вы ничего такого из себя не представляете, и что только бедная несчастная, которую он подобрал, обогрел, обобрал, да, подобрал, обогрел, чтобы потом подогреть и обобрать. Игра слов, но смыслы все очень хорошо знают. То есть, если это не сказано в шутку человеком, который вас однозначно любит и заботится о вас, редко раз в жизни и все такое, если это периодически проскакивает совершенно серьезно, что вы ни на что не способны, опять-таки, показать, что вы от него зависимы, хотя на самом деле этого может и не быть, это он хочет, чтобы вы были зависимы от него. Вот. Имейте в виду, что это не просто так. Повторение периодически этой фразы вас заставляет сомневаться в собственной компетенции и в собственной самоценности. Подобные фразы убивают самоценность напрочь, как и все остальные. Фраза номер 16. Я просто пытаюсь тебе помочь. Вы сделали что-то нормальное.
а вам сказали, что вы сделали это плохо или ненормально, и что вообще делать этого нельзя, не надо было, и вообще это все надо отменить. В чем заключается помощь, вообще непонятно. Просто человек, опять-таки, не смог справиться с особенностями, возможно, вашего характера, вашей харизмы, вашей самореализации, самоподачи, вашего мировосприятия. И он пытается вам помочь, заставляя вас не проявляться естественным образом. Вы проявляетесь естественным образом, но он не может это пережить, не может себе позволить с этим смириться, принять это. Поэтому он хочет, чтобы вы этого не делали. Он не может вам это запретить. Он для вас пока может быть просто любовник, может быть просто парень, может быть просто ухажер. Напрямую запрет он не может. Но, говоря, я пытаюсь тебе помочь, чаще всего имейте в виду, что ни о какой практической помощи не идет речь. В последний раз я просто сказала, говорю, просто дай мне денег. Говорю, это наилучшая помощь для меня. Неважно, нуждаюсь я или нет, не в этом дело. Дело в том, что я хорошо знаю, где я могу справиться сама, а где мне правда нужна помощь. И я знаю, какая именно мне помощь нужна вот здесь и вот здесь. Допустим, для примера, я не могу сделать какой-то ролик. Ну, не делаю я ролики, не умею. Или не могу покрасить горшок. Я знаю, что я не могу покрасить горшок красиво. Декупаж сделать. Окей, декупаж я могу сделать. Я знаю, что это у меня проблема. Я не могу сделать декупаж горшка. И я знаю, какого характера мне нужна помощь. Либо мне нужен кто-то, кто мне покажет мастер-класс, либо кто-то, кто сделает декупаж этого горшка вместо меня. Но говорить о том, что мне вообще не надо делать декупаж этого горшка, да, я этого хочу. Это говорит о том, что я не хочу, чтобы ты вот так вот себя проявлял. Понимаете, что я хочу сказать? Комментарии, пожалуйста, под видео. Еще одна фраза, 17-я. Прекрати драматизировать. Прекрати драматизировать. Кто слышал в свой адрес это выражение? Особенно, когда речь идет о ваших эмоциях. Особенно, когда возникла правда неприятная ситуация. Особенно, когда последствия могут быть очень нехорошие. И вы пытаетесь об этом поговорить, и с другой стороны, от которой вы ожидаете открытого диалога, поддержки какой-то психоэмоциональной, какого-то участия в решении проблемы, вы слышите тупое обесценивание. Прекрати драматизировать. И опять-таки, это такое очень скрытое обвинение, что вы виноваты в том, что у вас есть чувства, что вы испытываете эмоции, что вам это не нравится, что вы думаете о последствиях, но вам это все пытаются преподнести как то, чего не должно быть, то, что ненормально. Мы возвращаемся к тому, что нормальные женщины так не делают. Да? Что значит нормально? Поэтому будьте внимательны к таким фразам. Кто, когда и в каком контексте их произносит. И если вы точно знаете, что речь идет о ваших эмоциях, то повышенная драматизация, извините, это точно не про вас. Но вы должны об этом помнить и свои границы защитить. Фраза номер 18. Ты все придумала, такого не было. Очень распространенное выражение среди балаболов, которые опять-таки хотят получить от вас по максимуму, дать по минимуму. Примеров можно приводить в вагон, просто огромное количество, а не от мелких до крупных. Например, вам опять-таки пообещали какую-то красивую прогулку в какое-то красивое место, требующее дополнительных затрат. То есть не пешком пройтись, да, а куда-то поехать, потратить деньги, потратить время, где-то взять машину, если ее нет, либо потратить бензин, да, время это все выбрать. И человек вам этого всего наобещал, и вы такие ждете, когда, и потом говорите, а когда мы поедем вот туда, посмотреть вот это красивое место. И он вам говорит, я, собственно, не собирался, ты все придумала, куда? Я обещал тебя туда сводить? Нет, мы просто об этом поговорили. И все, я не обещал. Хотя вы четко помните, что он обещал. И он сказал, мы с тобой туда поедем. У меня была целая куча с абьюзером, да. Один, второй, да.
Мы с тобой туда поедем. Давай через неделю мы туда поедем. Давай через неделю сделаем это. Проходит несколько дней. Я понимаю, что это надо все планировать. Я у него спрашиваю. Ты хотел поехать, повезти меня туда, показать то, сводить меня в этот ресторан. Он говорит, нет, я не мог. Мы просто поговорили об этом. Но я так и не понял, хочешь ли ты, да, после того, как я 3 раза сказал, что, конечно, я хочу, мне интересно. Он говорит, я так и не понял, что ты ответила. У меня уже другие планы. Я хотел тебе предложить что-то другое. То есть из серии ты сама придумала, такого не было. У меня в позапрошлых отношениях были такие ситуации, когда вечером мне мой партнер говорит, завтра утром мы встаем и делаем вот это. Я говорю, окей, давай подготовимся к этому. Окей. Утром я просыпаюсь, начинаю готовиться, он говорит, что ты делаешь? Я говорю, вообще-то мы сейчас собираемся ехать на дачу. Он говорит, мы никуда не едем, какая дача? Или мы не будем это делать? Я говорю, подожди, вчера обсудили и решили подготовиться к этому мероприятию, поездка, ивент. Он говорит, нет, я просто высказал мысли вслух. Говорит, что ты такое придумала? Мы никуда не едем, мы ничего не делаем, мы дома сегодня. И вот закрадывается такое сомнение, или мир сошел с ума, или вы сошли с ума. Но на самом деле сошел с ума ваш партнер. Вот так, мягко говоря. Поэтому тоже к этой фразе, вот ты все придумала, такого не было. Будьте, пожалуйста, внимательны. Ты меня разочаровала. Фраза номер 19. Кто такое слышал в свой адрес? Ты меня разочаровала. Смотрите, среди опасных мужчин мы рассматриваем такой тип, как жертва, нытик такой. Если у мужчины большие глаза, там, в этих глазах, большие, да, по размеру, живут сверхожидания. Там, где живет сверхочарование, сверхочарование, в обратном, да, в двери, в заднем проходе, с другой стороны, живут сверхразочарования. Это значит, что человек живет в иллюзорном мире, который он сам себе придумал. Там он живет, у него там что-то происходит, вы об этом ничего не знаете. И вот в какой-то момент его реальность, то есть вы начинаете вести себя не в соответствии тому, что происходит в его мире. У него разрыв шаблона такой. И он вдруг понимает, что вы не та, которая живет в его голове, а вы другая, вы реальная, вы настоящая, вот она вы. И у него такой когнитивный диссонанс. И он говорит, вот это ты меня разочаровала. А я-то думал, что ты вот такая, а ты, оказывается, такая. Будьте бдительны, потому что такие наезды, такие обвинения реально понижают вашу самооценку. Да. И такой человек, вот манипулируя, оперируя этой фразой периодически, ну ты меня опять разочаровала. Как ты могла? В итоге заставит вас сомневаться в вас самих. Это опасно. Вы понимаете, что я хочу сказать? У кого такое было, вот напишите мне комментарий, что мне такое говорили. Если вам это говорят систематически, это вас очень сильно разрушает. Да. Это первое. И второе. Очароваться чем-либо или кем-либо – это наш личный выбор. Если я выбираю быть очарованной этим человеком, то я несу последствия, я несу ответственность за последствия своего выбора. И если этот человек правда окажется не таким, каким я себе нарисовала его в своем воображении, это будет чья вина? Его или моя? Потому что мои ожидания по отношению к нему не оправдались. Не оправдались мои ожидания. Я буду его в этом обвинять? Нет, я не имею в этом никакого права. Вот и все. Люди, которые упрекают вас, обвиняют вас в том, что вы их разочаровываете, на самом деле не имеют на это никакого права. Это их выбор очароваться вами. Вы их не заставляли. Они сами захотели. Более того, вы можете даже ничего не делать для этого. Я ничего не делала для того, чтобы кого-то очаровать. А потом мне вываливают огромную кучу всего. Начиная с этой фразы. И последнее. Любящая женщина никогда бы не. Продолжите самостоятельно. Вот чего бы ни делала любящая женщина с точки зрения партнера-манипулятора, который хочет ее абьюзить, который хочет ее контролировать, который хочет
от нее получать, давать взамен минимум, а желательно ничего не давать взамен, ну, потому что как бы зачем мы здесь все собрались. Да, вот продолжите, пожалуйста. Любящая женщина так никогда бы не сделала. Вот чего бы не сделала любящая женщина. Жду варианты ваших ответов в комментариях под этим видео. Пожалуйста, делитесь со своими подругами. Пусть это все, я надеюсь, принесет вам пользу, заставит вас быть внимательными к тому, что говорят другие люди вокруг вас, мужчины, с которыми вы общаетесь, ваши партнеры. И я хочу сказать, что вот эти все 20 фраз, первая часть вот здесь вот, да, мы неделю назад поговорили о них, что вот если человек эти все 20, это не все фразы, есть еще, но если хотите, мы поговорим, есть еще более тонкие, более такие завуалированные, но тоже манипулятивные. И тоже все эти фразы понижают вашу самооценку, убивают вашу самоценность. И поэтому, когда в брак или в отношения заходит такая из себя классная, живая женщина, в отношения с абьюзером, а выходит непонятно что вообще, которая себя не помнит, которая себя забыла, потому что ее идентичность пытались стереть вот таким вот отношением, вот всеми такими фразами. И я здесь для вас бесплатно делюсь своими инсайтами, моим реальным практическим опытом, для того, чтобы вы взяли его себе на заметку, вот записали, я ж надеюсь, вы сегодня тоже вместо попкорна взяли блокнотик, который вы завели в прошлом видео, и записали это все. Правда? Или вы будете пересматривать каждый раз, для того, чтобы вы пользовались этими знаниями. Будьте здоровы, счастливы и будьте очень внимательны к тем мужчинам, которых вы подпускаете близко к себе, потому что это тоже ваше решение, и вы будете нести ответственность за его последствия в будущем. Будьте внимательны и осторожны на поворотах. А мы с вами, как обычно, встречаемся на моем канале понедельник, среда, пятница. Фейсбилдинг, физиогномика, личные истории. Спасибо вам большое за ваше внимание.